Приветствую, Павел. Слышно, видно? Микрофон включи, пожалуйста. Слышно, видно. Здрасте, Дмитрий. Здрасте, здрасте. Хорошо, значит, слышно и видно. Отлично. Сейчас народ соберется и начнем. Как дела там у тебя? Как гвоздатый Да, процесс, гвоздатый? так лежу, гвоздю, пью эту Нормально? травку. Да, даже можно сказать, что стоять посложнее, чем лежать. И Ну, это. наверное, да. Каждый как-то, наверное, по-своему. Мне, например, лежать тоже как-то попроще, наверное, поинтереснее, что ли. Ну, куда-то не все равно, не знаю, или не понимаю что-то, или не... Есть такое, как будто бы спал, как будто бы не спал. Ну, а ты с намерением попробуй, с намерением уходить и, собственно говоря, бродить. Я с намерением, я прям даже уже без всяких намерений наушники одел, музыку включил, лег на гвозди и понеслась. Так что Ну, попробуй, не куда-то сходить понимаю, намерение, намерение, как это понять? Ну, что ты собираешься, Что-то... что тебе интересно в данный момент, это есть намерение. Мгм, мгм. И вот про это подумал и Ну, да, и тащи полетел. это туда, то есть моделируй ситуацию и тащи туда это намерение. Ну, то есть вот что тебе нужно здесь, моделируй, ложись и начинай эту картинку, как бы, не знаю, моделируй, визуализируй, там уже кому как нравится, как названия у Мгм. всех разные. Вот, так Ну, что, может быть, да, такое и получается, что-то вот лежишь, что-то про работу там зайдет, а потом вроде как, ну, ставлю будильник там на час, на 40 минут, вот он заиграл, и такое состояние, как будто м, то ли здесь я был, то ли не здесь я был, мгм. ну, и вот там, и что-то вот все про работу, блядь, то ли на работе был, то ли здесь, может быть, и это, улетаю куда-то, но не осознаю себя там. Ну, может. Так же, как и травку эту пью тоже. Не помню сны. Вроде что-то снилось, но с утра уже ничего не помню. У всех по-разному. Попробуй ночью просыпаться, наговаривать по сновидениям, что видел. Здесь Мгм. по-всякому. Так, народ у нас потихонечку подтягивается. Народ потихонечку приходит. Время 5 часов. Я думаю, сейчас все, кому интересно, соберутся. Да, Федор, Добрый день. добрый, 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 добрый. Добрый. Добрый, добрый. Так, что у нас тут? Кто-то тут попрятался. Включайте камеры, чтобы я вас видел. Ага, есть один. Так, Юлия, вылезай из норы, включай камеру. Вылезай, вылезай. Так, ну подождем еще немного. У нас сегодня по всяким тотемам и по дымовым. Я расскажу свое видение, свое опыт общения с вот этими персонажами. Но, собственно говоря, вы, может быть, расскажете свой опыт какой-то был у вас, что-то такое было. Начнем, наверное, с тотема. Ну, а дальше кто-то по тотему, по своему как-то кто-то в курсе событий, что за зверь, надо, не надо. Ну, у меня вроде рыжая и белая собака. Черно-белая и черно-рыжая. Мгм. Ты их как нашел, как определил, что это вот твой. Ну, тоже, по-моему, я уж не помню, ну, какой-то тоже шаман мне это сказал. Вот только с таких слов.
Ну, не, со слов не хиляет. Я могу сказать, что у меня, знаешь, какой, прям по коленам, блядь. Ну, ты же мне не поверишь, правда. Я имею в виду нос. Вот, ты же мне не поверишь. Поэтому не верь, все это бред собачий, какие-то там шаман, тут что-то сказал, это все фуфло. Вот простите меня за такие слова, но в основном шаманы у нас ряженые, которые прыгают, что-то там бубнят и вам втирают в уши. Я их много видел, был я на Алтае, кругом повсеместно, цирковые действия, больше ничего. Не хочу никого обидеть. Сейчас расскажу про тотема, как его определить, что это твой. Это вот как-то будет более-менее понятно. Так, кто у нас тут, Алла? Добрый день. Добрый день. Я просто в автобусе. Понятно. Ну, ничего, всяко бывает. Всяко бывает. Светлана, что-то какое-то такое недовольное лицо. И пропала. По тотему. Сейчас решим по тотему. 3 минуты прошло. Но я думаю, мы долго не будем никого ждать. Кому было интересно, тот соответственно, придет. Ну, я думаю, что потихоньку мы начнем, томиться мы не будем. Время подошло, все были предупреждены. В крайнем случае посмотрят в записи там, или как там это все это будет. Это уже их, их личное дело. Значит, начнем с тотема. То, что я тут нелицеприятно высказался, пока это шаман кто-то сказал, какой-то все это не то. Это все не то, не так, и как это все это понты, и, ну, не ваше это все. А ваше это, когда вы увидели тотема, ну, неважно какое животное, но это должно быть обязательно измененное состояние сознания, а по-другому никак. Ну, я не имею в виду там накуриться или набухаться. Лучше всего это либо через гвозди, вот как Павел занимается, как я тоже лежу на гвоздях, но это такая достаточно сложная штука. Ну, их надо купить, там подготовиться, полежать, чтобы сразу не охренеть. Вот. И потом уже в какое-то такое русло входит более-менее рабочее. Измененное состояние сознания лучше всего, вот самый простой способ – это шаманское дыхание. То есть через шаманское дыхание зайти в измененку и посмотреть. Шаманское дыхание, все, наверное, кто смотрит, знает. У меня сейчас идет набор на курс, и все это просто, все это несложно. Но я не об этом, я как раз о том, что вот зайдя в измененное состояние сознания с намерением о тотеме, вы увидели кого-то. Ну, неважно кого. Ну, вот все равно, абсолютно любой зверь, там пусть вот там, как у Павла, там собака, да, или там, не знаю, медведь, или вот все что угодно. Но это еще не значит, что это ваш друг, товарищ, соратник и все остальное. Самое основное, нужно попробовать обойти его вокруг. Если он вам даст, или она, собака, медведь, в общем, если этот зверь даст вам обойти вокруг него, еще и погладить, то можете считать, что это ваш тотем. По-другому никак. Может быть все что угодно. Тотемов может быть несколько. У меня тотемное животное это медведь, коготь которого я ношу. И второй это большой оруль с белой головой. Вот это вот типа американская вот эта вот штука, вот большой птиц с белой головой. Вот. Вот эти вот два персонажа меня постоянно преследовали, то есть я их постоянно видел в сновидениях, обходил, общался, держал, не знаю, гладил, трогал, на медведе катался. Ну, в общем, как-то все это произошло каким-то таким приливом, ну, в неделю по несколько сновидений было. То есть вот как-то мне вот это вот пошло ручьем, потоком, и в неделю по несколько сновидений с вот этими вот зверями. Значит, как только вы увидели, если не получилось обойти, нет, это не ваше. Значит, заходите с намерением только в измененное состояние сознания. Ну, либо дыхание, либо
на гвоздях, либо, может быть, у вас еще какие-то способы есть. Под алкоголем ничего не получится. Алкоголь у него своя тематика. Это стрелялки, догонялки, убивалки, страшилки и прочая всякая фигня. Ну, это своя территория. Алкоголь вам не даст тотемного животного. Он вам будет навязывать только свои вестерны, так называемые. Ну, что-то другое, все остальное, наверное, запрещено. Об этом мы говорить не будем. Так что вот измененка это, ну, дыхание. Самый простой способ это вот шаманское дыхание, которое я иногда провожу, ученики мои проводят. Вот сейчас я набор на курс делаю, но после которого люди, так сказать, обретают, берут новую профессию и работают с другими людьми, зарабатывая честно хорошие деньги. Вот там есть измененное состояние сознания. В нем, кроме тотема, можно найти хвори. Человек сам видит, не вы бегаете с бубном, там прыгаете вокруг него. Ваша задача только с помощью этой практики его туда завести. Он видит свои болезни, он видит то, что ему нужно, там тотемы, там какую-то информацию получает. Вот именно после, ну, так скажем, практики шаманское дыхание. Эту практику можно проводить, собирать людей хоть по 100 человек в зуме и работать с ними. Вот. Вот в измененке как раз вы сможете увидеть свое тотемное животное. Все остальное, кто вам что-то говорит, это все, к сожалению, неправда. Никто не может увидеть ваш тотем. Можно увидеть, но только если мы вместе с вами зайдем в измененку. Я зайду в ваше информационное поле и посмотрю, помогу вам там каким-то образом. Но опять же, обходить придется вам, трогать, гладить этого персонажа тоже придется только вам. Я могу только подсказать. По-другому, к сожалению, никак. Все у нас, все исцеление, вся информация, все только через измененное состояние сознания. По-другому ум контролирует и нас имеет, и нам ничего он не даст. Это его забота. То есть все хвори пропускать, все через него идет. Он нас всю жизнь имеет и в конце убивает. Вот эта программа, он у нас не в голове, он у нас с правой стороны, над нами, вирусная программа. Вот когда говорит, я умный человек, мне его очень жаль, что он умный. Потому что обычно апеллируют не своими знаниями, а где-то какими-то книжками начитались, какую-то фигню чужую, кто-то с будуна что-то писал. Они это выучили и транслируют теперь, ну, как бы от себя. От себя транслируете то, что получите в измененном состоянии сознания. Вот это чистая информация, которая будет ваша. Вот. У кого есть по тотему какие-то, ну, не знаю, познания, наработки, может быть, кто-то обтотемился и уже в курсе всех событий. По тотему, ну, по тотему, как вот вы только прошли, обошли, и вроде как, вроде как вы теперь с ним в засос, ну, я не знаю, я повесил коготь, у меня нет фигурок, я какие-то такие штуки, ну, вот, ну, как-то не очень. У меня визуализация очень хорошая, я их встречаю чуть ли не через 5 сновидений в шестом, поэтому вот я ношу только вот коготь медведя. От орла у меня ничего нет, надо мной висит красный дракон. Ну, это моя как бы обзывалова, как это называется. Ну, когда я жил шаманом в Монголии, посвящение, он меня назвал Красный дракон. Вот, а этого красного дракона я купил в этом году, он мне попался в Аргентине. Там парень один делает прекрасный этот дракон, у него крылья раскладываются. Ну, в общем, это было супер просто. Вот он сам, собственно говоря, ко мне пришел. Вот, поэтому вот, ну, может быть, тотем, может быть, как меня обзывает красный дракон, так вот пусть он и будет. Вы можете купить что-то, если вам это необходимо. Как говорится, нафига нам этот тотем? Ну, в первую очередь, тотем я всегда сравниваю со скоропослушницей, если вы знаете, что это такое. Я просто когда-то себя искал после клинической смерти, искал себя во всяких храмах, богов всяких искал и прочие штуки. И я послушничал в Дивеево в огромном монастыре Серафим Саровского.
Вот, я очень хорошо знаю вот эти все религиозные приколы. Вот это все кручу-верчу, запутать хочу. Я там жил и послушничал, но богов я там не нашел. Ну, это отдельная история. Так вот, скоропослушница — это такая большая икона, к которой там, не знаю, неделями в очереди надо стоять. Короче говоря, она первая, говорит, я хочу вот это. И она прям метнулась к Богу и вот и в раз там вам все это выполнила. Вот так, чтобы понятно было. То есть скоро послушничать. То есть бежит и там, алло, тут чувак заказал мне вот это. Вот тотем примерно так же. То есть он вам всегда в помощь. Всегда к нему обращайтесь. Ну, что-то надо будет, какой-то или браслет повесить, или, ну, не знаю, или амулет какой-то, чтобы был он у вас, с ним сразу вам станет спокойнее. И какие-то просьбы всегда будет выполнять в плане защиты, в плане оберега, в плане, ну, какой-то просьбы подсказать или еще что-то. Вот в моем понимании так достаточно прагматично вот это вот тотемное животное. Они могут меняться. У меня не менялись они, но я знаю людей, у которых тотемы через там 3-5 лет поменялись, и ну вот приходит другое животное, а то, которое было, отсутствует. Вот. Поэтому ну тоже как бы не пугайтесь, так, пусть будет другое животное. Если у вас есть какие-то вопросы или есть сказать про тотем, что вот у меня такой-то, я его знаю, и с ним как бы каждый день расскажите, будет очень интересно. Я могу немного поделиться, Да, с Дмитрий. удовольствием. Ага. М. Так как ты уже узнал, что я с Иной работаю, Угу. и мы с Иной заходили в шаманское погружение, я со своим намерением увидеть тотемы свои. И так как ты объясняешь, у меня так похоже тоже было. У меня изначально вышли два. Вышел медведь и волк из леса. И я сначала стал проверять волк, это мой или не мой. И оказалось, ну, когда пытался его пощупать, потрогать, он с живого волка потом превратился в тот момент в макет. Да? Угу. Медведь, он встал на задние лапы, и мы с ним стали там обниматься, и я чувствовал, как его, э, его шерсть, ну, что так я проверил, мой или не мой. И что-то сейчас какие-то, вот, не знаю, какие-то небольшие атрибуты, что-то у тебя есть по волку, по медведю, что-то дома или носишь что-то на себе, или как-то. Пока нету, пока нету. Эм, да, и я в курсе, что если что-то приглядится или присмотрится, то это приобрести желательно. Но пока не было такого момента. Угу. У меня помимо волка, у меня потом еще большой орел появился. Ну, в тот же сеанс. И окончательно потом рыжая лиса еще вышла тоже с лесом. Я с ними пока до сих пор сильно не взаимодействовал. И вот по этому поводу и вопросы тоже есть. Я понял, что у тебя, как ты говоришь, сновидения есть часто, что ты с ними во снах взаимодействуешь. Да. Да, я взаимодействую во снах. Иногда я с намерением, иногда они сами приходят. А вообще сны для меня это, ну, это больше, чем жизнь здесь, в вашем мире. Сны для меня это, это что-то такое невероятное. Я бываю везде, кругом и повсеместно. Я уже говорил, помнишь, на вебинаре, да, я люблю примерять хвосты. У меня есть Мгм. примерочная с хвостами. Нервная система реагирует абсолютно по-разному. Разный хвост нервная система реагирует по-разному. Где-то я добрее, где-то я... я не знаю, как это передать. Это, в общем, наверное, словами непередаваемое. Попробуйте сами. Но хвосты это как бы хвостами. Я бываю везде в разных каких-то измерениях, с разными
персонажами, не похожими на людей, и, ну и вообще какие-то совсем-совсем разные. Последние очень интересные штуки. Я как заходя в какую-то дверь, я попадаю на ярмарку разных персонажей, от великанов до эльфов, стрекоз и прочих всяких штук. Ярмарка, вот они торгуют своим товаром, да, ну, если это там стрекозы, то там какая-то концентрированная еда, если великаны, то там, в общем, все настолько детализировано, настолько гипер все реально, то есть можно писать сценарий, об этом я тоже говорил, ну и Спилбергу их продавать, грубо говоря, потому что это невозможно придумать, это, ну, не, вот это придумать невозможно. То есть сновидение для меня это, ну, это жизнь круче, чем вот в вашем мире. Я иногда ухожу очень далеко и утром, ну, минут 30 не могу встать. Ну, у меня нет сил, я собираюсь. Ну, то есть я не весь пришел, ну, я так предполагаю. И пока Мгм. все мое придет в тело, так скажем, я минут 30 иногда лежу прям вообще как будто там, не знаю, с какого-то там жуткого перебора алкоголя, какие-то такие прям все не могу. Вот. То есть вот сновидения, иногда они запланированные, иногда не запланированные, просто куда-то заносят и все. Я знаю, что если я спотыкаюсь, засыпая, иду или вверх, или вниз по лестнице, то это вообще супер для меня. Это просто сказочное волшебство. Это бывает редко, но, в общем, я попадаю... Это было первый раз, достаточно давно. Я жил тогда в Москве, я попал в кафе а, и встретил там себя. Но я так думаю, что это просто другая ветка реальности. Я немножко другой. У меня другая семья, то есть мы с ним общались, но я не знаю, как это, вот там мураши прям вот такие вот, он это я, он понимает, что я это он, ну то есть мы это что-то такое одно целое, но это невозможно объяснить, что это такое. И ну, чувак тоже дотошный, и мы пытаемся разобраться все-таки, что это, ну, куда мы попадаем и кто мы в данный момент друг другу, или почему мы видим друг друга и мы общаемся. На второй раз я посмотрел, выйдя из кафе, что это за кафе, где это улица, где этот дом. И проснувшись, я собрался и поехал. Я нашел это кафе, на самом деле существует. Вот все тот же самый антураж, как я и вот как я с ним встречался, все абсолютно то же самое. Как это работает, не знаю, не спрашивайте, но это было просто супер. И я с удовольствием, не часто, иногда один раз в месяц я попадаю к нему или к себе, и, в общем, к нам. И мы с огромным удовольствием общаемся. Здесь этого быть не может. Ну, здесь такого гиперреального действия быть не может. Ну и как я могу здесь встретить себя, собственно говоря. Ну вот это про сновидение. Про сновидение я могу рассказывать очень много, долго. У меня их очень много интересных. Я их записываю. Но только не записывайте никогда на бумажке, на блокнотике. Записывайте только ну, через диктофон аудио. По-другому ну, вам просто выключат память. Вот, так что вот с тотемом можно зайти с намерением. Опять же, я говорил в прошлый вебинар, намерение это здесь ты засыпаешь и ну, моделируешь своего тотема. Да? Вот я там где-то попал, вот я вижу там медведя, вот там он, вот, ну, какие-то действия, там, там гладишь его, что-то там с ним начинаешь разговаривать, и ты плавно зайдешь и попадешь в сновидение, и это очень легко, и без напрягов, и просто супер. Вот, отдайся просто себе, и главное не бояться и заходить. Но сновидения не всегда идут. Иногда 2-3 дня меня просто вырубает, я просто сплю и все. Я просыпаюсь таким, ну, блин, ничего мне не показали. Ну, видимо, дают отдыхать, там, чувак, иди спи, все, нафиг пошел, без тебя тут разберемся. Вот, но
часто прям я могу вот после сновидения могу не знаю, 30-40 минут повествования, где я все четко помню, абсолютно все, потому что я там себя осознаю. Ну, в общем, вот сновидение это круче, чем жизнь здесь, в вашем мире. Да. Пробуйте жить как-то. Я люблю женщин, но с ними я не сплю. Нет, я с ними сплю, но не ночью. Вот. Я сплю один на огромной кровати, я прекрасно себя... Ну, то есть человек, который спит рядом, он начинает шевелиться, ну, что-то такое, все мы там переворачиваемся, и меня резко возвращает обратно. Меня аж до тошноты, мне становится плохо иногда, поэтому я, чтобы не испачкать кровать, я лучше буду спать один. Да, то, что разные тотемные животные, у них тоже, Дмитрий, есть у каждого, как на свой лад они пришли, или как это понять? Я думаю, что на свой лад они пришли тогда, когда они тебе нужны. Ну, если тебе нужна какая-то защита, там пришел медведь, если ты хочешь какие-то там, тебе нужны какие-то хитрости, придет какая-то лиса, ну, хитрости, ну, понимаем о чем, да, то есть где-то ты должен вот, где-то ты должен где-то что-то, как говорят тут русские, ущучить так, чтобы все Мгм. твои проблемы решить, то, может быть, это будет лиса или еще какое-то там хитрое животное. Здесь нужно смотреть и общаться для чего-то. Они же все разговаривают, абсолютно все всегда отвечают на вопросы. Можно спросить, ты зачем? Ну, медведь говорит, я вот тебе помогаю, я вот тебе это. Я вот тогда спросил, чтобы такого бы купить, он говорит, ничего не надо, найди коготь, и все будет хорошо. К сожалению, здесь в Болгарии ничего такого подобного нет. Я покупал в России, и мне присылали оттуда. С Орлом, ну, спрашивал его, вот ты вот что вот здесь вот, ну, то есть какой я к тебе или ты ко мне? Я, говорит, твои сновидения, ты далеко, высоко, далеко улетаешь, я, говорит, тебе помогаю в сновидениях. Ну, вот, наверное, два Стасика, две ипостаси, которые мне в чем-то помогают. Я думаю, что вот, ну, мне пока этого достаточно. Потому что у каждого есть свои допуски. Допуски вы можете открывать. По допускам сновидений это придумал не я. Я когда жил у своего друга шамана в Монголии, работал с его прихожанами, вот он как раз и ввел этот термин допуски сновидений. Вот. И не только сновидения. Он говорит, у тебя очень большие допуски, ты можешь попасть куда угодно. Значит, для работы нужно было камлать долго. У меня все происходило быстро, сознание изменялось достаточно быстро. И, ну, может быть, один или два раза он мне давал вот эту трубку с чем-то, я не знаю с чем. Он говорит, тебе это не нужно, ты у себя в Москве это не найдешь, и в общем, вот не надо. Но потом было понятно, что я и без трубки улетаю быстро, и ухожу в измененку, поэтому говорит, у тебя допуски, тебе вообще ведь ничего не надо, иди и работай. М. Поэтому, ну вот, я думаю, что тотемы когда-то меняются, ну, по крайней мере, в сновидениях я живу, а роль, наверное, так и останется пока. Медведь тот, который дает некую силу, может быть, уверенность, я тоже думаю, что останется. А, Знаю людей точно, знаю, у которых менялись. Вот это точно знаю. Но лучше общаться, понять, зачем ты, чем мы можем быть друг другу полезны, каким образом там как-то я тебя могу поддержать, или ты меня будешь поддерживать, что я должен там, ну, какой атрибут носить на тебе, на себе, чтобы ты смог со мной взаимодействовать. М. Да, А отлично работает. общаться либо в измененке, либо, если Измененки, получится, да. как у тебя в основении. Да, либо в измененке, либо, либо через стакан с водой. Но это тоже измененка, ты глаза закрываешь, ты пытаешься вот отключиться, и, возможно, это получится. Но лучше всего вот либо в шаманском дыхании это делать, ну, либо на гвоздях, либо какими-то своими способами через сновидение. Но лучше Мгм. всего осознать себя, постараться осознать, а осознать моделируем здесь, что мы сейчас уснем, что я сейчас зайду, я сейчас увижу это, я вот сплю, но я себя осознаю.
Это, как говорил вождь, ахи сложная работа, ахи сложная. Над собой это, ну, нет ничего сложнее, чем работать вот, над собой вот этими штуками. Но зато потом плоды прекрасные. Потом ты уже... Я долго не мог выйти из тела, всякими разными штуками, и что я только не делал, как я только не пытался. Это, ну, типа методика есть такой Миша Радуга, я его достаточно хорошо знаю. Вот он, ну, как бы вот эту тему продвигает, ну, сновидение, да, мы с ним общаемся и сотрудничаем, плюс ко всему выход из тела. И он в Москве приезжал, проводил некий тренинг трехдневный, и вот на первом дне мы с ним пообщались, и вот он мне такие интересные штуки рассказал, и в эту ночь я как раз вышел из тела, и вот у меня получилось. Вот, рекомендую, есть Михаил Радуга, сайт у него называется aing.ru, по-моему, сейчас поменял домен, ну, в любом случае найдете, нет, напишите мне, я вам сброшу. Там много интересного, на халяву он дает, много видосов, там в этих видосах и меня увидите. Ну, в общем, кому интересно поэкспериментировать над собой, а это очень интересно экспериментировать, попробуйте выход из тела, это тоже прекрасная штука, когда можно проходить сквозь стены, можно, да все можно, все что угодно можно. Но самое первое, как только выйдете из тела, это мчите к зеркалу и посмотрите на себя в зеркало. Вы просто ах, 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 как вы удивитесь. Попробуйте. То есть жизнь там, жизнь не здесь. Здесь, ну, так, какая-то мучительная фигня. А там жизнь, там попробуйте в зеркало себя увидеть, попробуйте посмотреть свои ладони. Это очень сложно их увидеть. Ну, в общем, попробуйте стакан с водой, я часто экспериментирую. Поставьте на кухне, налейте там либо половину, либо полный, неважно. Ночью там выйдите из тела и пойдите на кухню, там, вылейте стакан, и вы вернетесь. И, ну да, я знаю точно, что стакан пустой. Потом, когда вы проснетесь, придете в себя, ну, душа, когда вернется в ваше тело, дуйте на кухню и посмотрите, что же все-таки со стаканом-то, с водой. Вы будете очень удивлены. Объяснения этому нет. Я не знаю этого объяснения. Я знаю, что это работает, но объяснить как? Да я, собственно, и не стремлюсь никогда. Мне так, как вот это вот делать? А почему? Да она мне надо. Она есть и ладно. Я наслаждаюсь этим. И что я буду объяснять? Опять же, ум нас поимеет и обманет. Я же опять своим умом придумал какую-нибудь фигню, которая вот это вот, ты же знаешь, тут сила притяжения, прочая всякая фигня, которая не существует. Так что вот сходите, посмотрите утром на стакан, который вы точно вылили из него воду. Вы уверены в этом. Только не кричите матом от увиденного, от вот этого вот восторга, от этого вот непонятного состояния, которое вас будет обуревать. Ну, постарайтесь совладать с собой. Это очень интересно. Жизнь там, жизнь не здесь. Благодарю за ответы. Благо принимаем. Если есть вопросы по тотему, таки спрашивайте, я вам расскажу все, что знаю. И мы пойдем уже дальше к нашим любимым домовым. Хотел спросить, а вот, допустим, ну, собака, да, тотем, увидел ты там, она может быть в этой, ну, здесь, в нашем мире, как вы говорите? Может, может. Собаки могут быть здесь, да. Могут. Но пообщайся с ней там и, собственно говоря, задай вопрос, есть ли там твой, не знаю, там образец, не знаю, как его назвать, есть ли материализация тебя здесь. Потому что, ну, с Ну, медведями не хотелось бы материализовывать их здесь. А вот с собаками, я думаю, что можно. ну, так я понял, что когда ложишься на гвоздь, ты задумал это намерение, и все должно прийти. Да, да, с намерением все придет с намерением. Ну, сегодня попробую. Ну, намерение ты же строишь, моделируешь ситуацию, ты в ней уже находишься.
ты ее уже сделал. То есть вот я вот вижу там собаку, я там вот где-то там, не знаю, в лесу, я вот уже смоделировал, и а, готовя эту ситуацию, ты передвигаешься в сновидение, то есть у тебя отключается ум, ты уходишь туда, и ты плавно оказываешь, нет никакого щелчка, ты вдруг все гиперреально стало, то есть все, весь лес зацвел, пошел запах, пошло вот все трава под ногами, все это все прекрасно работает. А вот еще момент такой. Я вот ставлю будильник. А вы Что как еще раз? вы, ну, вы как с гвоздей встаете? С гвоздей через локти. Ну нет, ну когда вот вы захотели и встали, или как вы прилетели там откуда Здесь, вам надо встать? здесь по-разному. Обычно, если я уже куда-то далеко ухожу, у меня есть лимит час 40 на гвоздях. Через час 20 тело меня начинает звать. А через час 30 оно начинает тошнить. Но если оно понимает, что я еще не возвращаюсь, я как душа, оно включает разные механизмы, меня начинает подташнивать, меня начинает мутить, ну, мое тело начинает мутить. И я стараюсь где-то через час 20 уже вернуться, как только оно начинает конючить, ну, чтобы меня не мутило. Вот я возвращаюсь, вот как-то прихожу в себя, открываю глаза и потом уже на локтях. Кстати, встать сложнее, чем лечь. Ну, для меня. Потому что влипают Ну, гвозди, у и меня, встать мне всегда сложно. Ну, сейчас обычно все равно стало, но поначалу лечь было не так сложно. 2-3 минуты, и я ушел. До свидания. Вот. Так что. хорошо вам. Так, у меня тут идет Ну, прям. короче, лежу до тех пор, пока не затошнило. Ну, здесь по желанию. Если ничего не идет, ты что-то посмотрел, вот что-то тебе показали, ну, закончился сеанс, ну и ладно. Я иногда встаю и, ну, все, я получил информацию, и все, мне Понятно. больше ничего не нужно, и я в следующий раз зайду еще раз, и вот. Это уж если я далеко куда-то меня уносит, и я не хочу возвращаться. А так, иногда и 30 минут мне достаточно для того, чтобы я получил информацию, и я выхожу. Мгм. Спасибо. Так, сейчас я почитаю. Здесь у меня немножко, сейчас 2 минуты. У меня тут идет еще эфир. Подскажите, пожалуйста, по какой причине я перестал осознаваться во сне уже года 3 вообще. Причины могут быть разные. Что-то убрали, отключили. Нужно смотреть. Лучше всего попробуйте купите траву калея закатитичи, называется, и попейте. Это не наркотик, это не курить не надо, не нюхать не надо. Это обыкновенная трава, можете посадить у себя ее дома в палисаднике. Если не запомните, напишите мне в личку, я вам напишу, как это. Ну, в аптеках нет, но в интернет-магазинах в свободном доступе никто вам ласта за нее не свернет. Попробуйте найти и попить. Если не найдете, как правильно попить, напишите мне, я вам дам некую инструкцию. И 4-я, обычно 5-я ночь вы зайдете в осознанное сновидение. Ну, она так работает на мне и не только на мне. На большинстве, ну, не 100%, 100% нигде ничего не бывает, но в любом случае попробуйте. Нет никакого бодуна, вы не опухнете, руки не трясутся, ухмелиться не хочется. Так что абсолютно нормальная, адекватная трава. А еще вопрос про эту траву. Ага. Пьем каждый день, да? Ну, обычно каждый день в течение 2 недель. Должно, как говорится, пробрать на 3-4 день. Ну, может быть, надо добавить чайную ложку с горкой на стакан с воды, на стакан с водой неполный. Жмых не выбрасываем. Второй раз завариваем в маленькой Завариваем. кастрюльке. 20 минут потихоньку кипятим. И потом отжимаем и пьем. Трава должна быть готова, теплая, за полчаса до того, как вы соберетесь спать. Вот. Второй раз жмых, естественно, все выбрасываем, уже ничего. Если не берет, добавьте еще половинку ложечки, может быть, 2 чайные ложки. Экспериментируйте Нет, над я, собой. я, наверное, просто не каждый день. Я через день делал. Наверное, надо каждый день попробовать.
Ну, обычно каждый день, и она накопительная каждый день 2-3 недели, потом передыхаю. Вот но у меня есть, я не пил, наверное, месяца 3, ну, я не страдаю. Вам не надо это. Очень хорошо, да, захожу в сновидение, и мне не нужно. Она горькая, но что горькое, что пить нельзя, брешет. Так что выпили, там, не знаю, медом ложку заели. Ну, не такая уж она и горькая, чтобы прям тут совсем. Так, называется Калея Закатетичи. Вот такое у нее мудреное название. Спасибо. Вы ставите защиту. Можно же нахвататься всякой гадости, когда душа выходит. Да, конечно, ставлю. Можно нахвататься, конечно, ставлю. Я окуриваю помещение, у меня тут куча всяких прибамбасов. Ну и, собственно говоря, надо мной тут целый отряд, пионерский наш отряд. Они шагают дружно в ряд, хрен они меня кому дадут укусить. Они сами сожрут кого угодно. У меня тут и куклы Вуду и я привез с Перу, и чего только нет, и всякие драконы, и черепы, и все остальные. Так что я думаю, что меня больше боятся, чем я должен бояться кого-то. Вот. Ну, это шутка, конечно, но в любом случае самое лучшее это окуривание. Перед сном окуривайте любой травой, какой хотите. Я окуриваю Пало Санто, и у меня есть шаманская трава, называется артыш. Вот такая вот палочка, я ее... Но я люблю артыш. У меня специально курильница, и там артыш. Артыш – это подвид можжевельника. Высушенные иголочки, растолченные. И прекрасный запах. Трава от страха называется, так называют шаманы ее в Монголии. Еще у меня много всякой разной вкусной травы. Я ее тоже пользую, люблю вечером перед сном. Но окуривайте не так, чтобы топор можно было вешать и задохнуться, но так, чтобы было приятно. Окуривайте чуть-чуть помещение, окуривайте себя, передавая по часовой стрелке вот эту вот, не знаю, курильницу, что там у вас, в районе пояса. Можно 3 раза. И обязательно умывайтесь этим дымом, вот обязательно поставьте и умывайтесь этим дымом, очень хорошо работает. Вот, и никто вас грызть не будет. Самое главное, не бойтесь, мы больше нафиг не нужны, чем интересны. Поначалу у вас будут в сновидениях, конечно, фейс-контроль, там будет человек, который вас будет проверять, кто ты, зачем приперся и вообще. Ну, а так в основном все будет хорошо. Так что не переживайте. Дмитрий, вопрос можно? Да, конечно. А может ли быть такое, что тотемное животное отсутствует какое-то время? Конечно, может быть. Может быть. Но надо узнать, куда поперся. Ты куда ходил? С папиросами? Я тут без тебя один. Бывает такое, да. А само животное – это не результат нашего воображения, вот там медведь или в образе медведя, да, и ту силу, которую он дает, либо, не знаю, поддержку, которую он оказывает. Или это реально, вот, не знаю, как сознание животного, подсознание животного, которое мы визуализируем уже на другом плане. Как это вообще происходит? А вы были когда-нибудь в измененном состоянии сознания? Я не могу сказать, что был или не был. Я регрессологией занимался полгода и обучался хорошо этому, но вот то, о чем вы говорите, именно измененное сознание, для меня неизвестное название. Ну вот зайдите в измененку, ну не знаю, там через дыхание или еще как-то. У меня тут ученики проводят дыхание. Вот как раз тут Марина появилась. Привет, Марина. Вот, она очень хорошо работает. Привет Ученица всем. моя. Привет, привет, Марин. Ну вот, поэтому в измененке вы поймете, что это все гиперреально, и все, что там связано с умом, ну, он вас все равно будет раскачивать, чтобы не дать вам вырваться из плена. То есть он вам будет всякую лапшу вешать на уши. Да ты придумал сам, да это все. Вот я вам рассказал про хвосты. Я рассказал, которые я примеряю. Я рассказал вам про чувака, которого я вот вижу, попадаю туда. Я вам рассказал про то, что я посмотрел, где это кафе. Я тогда жил в Москве, я нашел его. Я это сам придумал. Но это невозможно. Я бываю на ярмарках, где разные существа продают свой товар. Это невозможно придумать. Это, ну, ум
Что делает ум? Он из того, что знает, складывает вам вот эту вот хрень. Он ничего не знает. Абсолютно ничего. Так же, как сейчас искусственный интеллект, полное фуфло, искусственный интеллект собирает только то, что знает в интернете. Сам он ничего делать не умеет, придумывать ничего не умеет, он просто берет ту инфу, которая на просторах интернета, ее все в кучу и вот вам выкладывает. Поэтому нет, ум здесь абсолютно ни при чем. Лучше от него избавиться, зайти в настоящую измененку, увидеть, охренеть, понять, что это гиперреально, это жизнь, и там прям просто супер. Я извиняюсь, конечно, может быть, не по теме. Вопрос про микродозинг. Это то же самое, вход в измененное состояние, или это совсем другая история? Это совсем другая история. Ну, я считаю, что микродозинг – это некий пиар. Ну, может быть, кого-то что-то берет. Я с мухомором давно на «ты». Я его не только употребляю, но я делаю из него настойки, мази, в общем, всякие штуки. Я сначала вылечил себе рак желудка, там язва желудка была, потом я начал лечить других. Я сначала на себе пробую. Но это не маленькие вот эти вот ампулки по 0,3 грамма, которые это, ну, это все, может быть, кому-то, как говорят молодежь, кого-то, может, их штырит. Кто там утром, там, не знаю, вечером пьет их. Для меня это больше надумано. То есть, если мне что-то нужно, я беру чайную ложку, у меня есть толченый, я в ступе толкаю его, чайную ложку выпиваю, то есть заглатываю, запиваю водой, и вот тогда, да, я не говорю, что там кто-то в зюзю ходит или там какие-то глюки ловит, нет, трип это совсем другое. В трип в одно лицо не ходите, должен быть обязательно проводник. Трип это, мухоморный трип это, но это не кайф, не то, что там какой-то кайф я поймал. Нет, мухомор прибьет и будет давать очень много интересной информации, если он вас примет. Если не примет, вы просто уснете и все. Вот. Так что микродозинг, ну, это некий пиар, продажи, продающие тексты. Ну, для меня. Это слишком маленькая доза, хотя, ну, некоторые говорят, что мне там помогло что-то там, я там попил 2 недели. Ну, возможно, все мы люди разные. Возможно. Но если вы хотите что-то такого по мухомору, то попробуйте хотя бы по полчайной ложки толченого утром и вечером. Я иногда перед сном. Хорошо работает, успокаивает, нормализует какое-то такое ровное состояние лично для меня. Никаких глюков, там чего-то еще нет, этого ничего не происходит. Для этого нужна несколько другая доза, и не живьем глотать, обычно это заваривается. Так лучше и понятнее. Спасибо. Вот. Попробуйте, просто попробуйте на себе, как оно будет работать, микродозинг. Ну и хорошо, значит, что-то у вас там. А нет, то тогда как это, чайная ложка вам в помощь. Купите его просто и растолкайте в ступе и попробуйте хотя бы по полчайной ложки. Он не противный абсолютно. Вот, ну, совсем. Вот это не яд, никто от него не умирает. Я из него и суп варил, я ем сырые ножки, когда хожу по лесу собираю, но только не шляпки. Там пол сырой ножки можно слупить. Она дает силы, и тут по лесу бегаешь, как сайгак. Ну, это лично мое ощущение. Ну, и не только мое, просто у меня есть в лесах персонажи, которые тоже этим как бы увлекаются, делают тоже настойки, всякие штуки. Вот они вот по ножке мы обычно очищаем от песка, и но только ножку. Шляпку не надо, не стоит. Но ножка не работает потом, когда собираешь только шляпки. Ножка потом, ну, она ни о чем. Вот, настойки делать только на свежих мухоморах, если до этого дойдет, если будет интересно. Сушеные там уже части нету, которая выходит в спирт. Вот. Вот мне пишут, чайную ложку кто-то про мухомор. У меня тут прямой эфир идет.
Я тоже чайную ложку пью, хорошо, но без осов. Ну, то есть осы – это осознанное сновидение. Ну, а мухомор не предполагает, собственно говоря, осознанных сновидений. Осознанно это коли закатить, ну, либо намерение. Ну, либо когда вы уже привыкнете, чтобы просто так не спать, делами заниматься. Так, что-то миллион всего понаписали. Здравствуйте. Есть ли конец магическим воздействием, если это делают постоянно? Ну, это сложный вопрос. Магические воздействия. Ну, я вас огорчу. Из миллиона один человек может делать магические воздействия. Ну, как говорится, кишка тонка, вот эти магические воздействия. Если вы верите, то да, вы их принимаете, безусловно. Если вы верите в это, то перестаньте в это верить, и все будет замечательно. Для того, чтобы что-то на вас наслать, что-то сделать, нужно, опять вождя вспоминаю, титаническая вот энергия для того, чтобы пробить вас, чтобы вам что-то повесить. Если вы, конечно, верите в это, то и пробивать не надо. Как говорится, без лоха и жизнь плоха. Но вы просто сами себе жизнь ухудшаете, и все. Ну, что значит магические воздействия? Что он там вот вам поделали, что-то такое? Вот что? Ну, что значит? Вот магическое, смотрите, я вам сейчас как намагичу тут всем вот своей тряпочкой. Все вам будет плохо. Ну, нет же не будет вам плохо. Ну, что, неужели вы верите в это? Это совсем другое. Все совсем по-другому делается, все по-другому работает. Так что не парьтесь, забейте на эти магические воздействия. Вы их принимаете, потому что вы в них верите. Потому что все эти маги, колдуны и все остальное, это больше понты, нежели какая-то рабочая схема. Ну, это мое мнение, вы там можете как угодно. Так, что у нас по тотему? У кого-то есть какие-то вопросы, что-то есть? По мухомору мы тоже сказали, поговорили. Поэтому микродозинг, ну, Дмитрий, я практик, я практик и все. Я знаю, как это делается, я знаю, что пить, когда пить, зачем пить и с кем пить, для того, чтобы получить что-то. Вот. Рекомендую, мухомор вообще рекомендую держать как настойку. Всякие суставы, делайте мази, это всякие ожоги, всякие ушибы, очень хорошо снимает, поверьте мне, прям вот на глазах уходит гематома, ну просто супер, не знаю, мухомор это прекрасная штука, это не побалдеть, это не про то, просто супер, всегда держите, и у меня есть он на водке или на спирту, смотря в какой год, что у меня есть под рукой. И когда я заболеваю, плохо себя чувствую, вот что-то такое прям совсем погано-погано вечером, вот я обычно наливаю на мизинец, разбавляю водой и выпиваю вот эту вот настойку. Сразу морда красная становится, сразу жизнь появляется, все начинает шевелиться. Прям просто супер. Вот попробуйте. Я рассказываю только то, что делаю сам. Ну вот на мизинец или вот так потолще палец, наливаю в стопку воды, он там белеет. Помешал, выпил, прям во. Нет никакого там я забалдел, там бурбулю что-то, нет, морда красная, сразу какая-то жизнь возвращается. Вот, так что попробуйте, попробуйте. Она вообще, кто особенно любит баню, попробуйте после бани, шикарно работает. После того, как попарились, там не то, что с мужиками сели, там раздавили беленькую, а вот налейте, попробуйте, работает прекрасно. Вот. Тут всегда встает вопрос, вы-то видите следующее, вы уже знаете, сколько, грубо говоря, там вам достаточно для того, чтобы добиться цели, которую вы хотите. Например, вот у меня знакомый, да, вот, который действительно испытывал там, когда сила уходит, что называется, жизненно, да, он Ну, тоже хотел перейти на микродозинг, и первое, что вставало, как вот камень преткновения, это сколько нужно выпить, то есть вот, человек не пьющий, я тоже не пью уже больше 8 лет, вообще алкоголя во рту не держал.
И когда сталкиваешься вот с такими вещами, думаешь, а сколько нужно? Кому довериться? Вот этой капсуле? А кто знает, что там, во-первых? Во-вторых, а сколько там этого вещества? И что будет со мной происходить? И вот эти вот вопросы, которые возникают и без ответа, они пугают здравомыслящего человека, который действительно хочет не улететь, а действительно хочет, ну, вот, оздоровиться, грубо говоря, там. Ну, я думаю, тут нужно пробовать, потому что все мы люди разные. Попробуйте. Ну, вот я выбрал, допустим, вот на пальце я наливаю в стопку. Не в стакан, конечно, а вот эти вот эти стопочки какие-то, вот у меня такая вот есть вот как неваляшка. Наливаю, добавляю воды, потому что я тоже с алкоголем не очень дружу. Ну и, соответственно, крепкое мне вот это вот нафиг не надо. Попробуйте на палец налить и выпить. Но если не хотите провоцировать алкоголь, себя алкоголем, ну тогда берите сухой, хотя бы пол-ложки и вот в рот и запивайте. Но не забывайте, что мухомор работает через час. То есть не накидайтесь. Я выпил что-то ложку, 10 минут прошло, нифига у меня ничего нет, только закину-ка я еще ложку. Мгм. Не накидайтесь, он работает через час. Через час он вам врубит уже 4 ложки, вот, и вы пойдете спать. Вот. Поэтому вот попробуйте, выпили там, ну, пол-ложки попробуйте, и минут 40-50 обычно он включается уже, вы почувствуете, слушайте себя, не пугайтесь, это не яд, никто от него не умирал, ну, совсем. И от этой дозы тем более ничего не произойдет, кроме какого-то успокоения. Вас пугать будет ум. Ум дает страх. Мы сами не умеем пугаться. Ум дает страх. А вот если вы от него просто посидите где-то там, не знаю, как я говорю, потупите какое-нибудь там, не знаю, кино посмотрите и понаблюдайте за собой. Но только не работайте с компом. Ну, то есть, чтобы голова не работала. Потому что мыслительный процесс, он сжигает все. Он сжигает действие алкоголя, сжигает действие мухомора. Ну, понимаете, да? То есть вы начинаете что-то думать, там, писать или что-то считать на компе, что-то такое. И, к сожалению, Логическую часть, в общем, мозга нужно да, к отключить. сожалению, это все сжигает все прелести. Просто полежите, не знаю, почитайте, что-то там потупите, не знаю, какой-нибудь ТикТок или еще какую-нибудь фигню, Мгм. останавливаясь, и понаблюдайте за собой, что будет происходить. Скорее всего, сначала происходит расслабление, прям ну, кайф какой. А часто те, кто принимает первые разы, их бросает в пот. Это страх, это ум. Он сразу бросает в пот, потому что я первый раз его выпил, когда вот у меня была язва желудка, и я просто первый раз попробовал, тогда я был еще в этом деле несведущий. Я заварил и выпил его, и через 3 минуты я мокрый, как суслик, ну, от страха. Ну, он говорит, ну, все, ты, чувак, сдохнешь сейчас. Второй раз сдохнешь, и все. Я говорю, ну, ладно, я уже раз сдох, уже что теперь терять-то? Вот ты сейчас сдохнешь, и все будет плохо. Ну, те, кто тогда жил со мной, говорят, ну что, может быть, скорую вызывать? Я говорю, да давай сразу катафалк, что уж тут, блин, что тут. Вот, но через, наверное, минут 10 пошло расслабление, все этот пот весь ушел, и прям как-то так прям хорошо мне стало. И я пил месяц, каждый вечер, ну, естественно, голодный желудок. И через месяц я пошел к друзьям. У меня были на тот момент друзья, которые в больницах, ну, вот это вот глотают, которые фигню вот смотрят, кишку с лампочкой. Они тут в такой водолазной маске. Я пошел к ним, говорю, ну, давайте тут посмотрим, что там у меня. Вот, ну, собственно говоря, потом вот все это вытащили. Он писал, говорит, ты что, делать нехрен, что деньги тратишь, нахрен тебе это нужно? Я говорю, что там было-то, ну-ка, рассказывай. Да там, говорит, язва уже 500 лет назад зарубцевалась, и вообще, вот оно тебе нафиг надо, деньги тратишь. А я ему показываю направление на операцию, ну, вот это вот потрошение меня. Он говорит, да ну нахрен. Я говорю, ну вот тебе и нахрен. Вот. Ну, вот это вот мой собственный опыт по мухомору, по язве желудка. Но только если вы будете что-то такое... Ну, в любом случае, напишите мне, я посмотрю и расскажу, как. Но после длительного месячного приема мухомора
обязательно месяц пить колган. Колган – это корень колгана. Эту штучку она есть в аптеках. Я обычно покупал, когда жил в России, у бабушек там где-нибудь на рынках возле метро со средней полосы. Они тащат вот такие вот такими вот штучками. Это корень колгана. Можно накопать самому, но если у вас здоровья много, оно растет на поле, там такой как не продерешь, лопатой не выковыришь. Вот. А заваривается как компот. Я заваривал его, можно в термосе, а можно в кастрюле. Получается красная вкусная такая, ну, как компотик. 90% корня колгана находится в эссенциале форте, вот в этой штуке, которая для лечения печени. Вот, так что очень рекомендую. Ну, и вообще можно его попить, он вкусный. На ночь завариваете, закрываете крышкой и утром будьте любезны стаканчик выпить. Ну, либо в термос можете, кому как нравится. Но только эмалированную кастрюлю белую не используйте, потом не отмоете. Она становится красная. И там кто вам, жена или кто-то сделает там ай-яй-яй, ее любимую кастрюлю испортили. Вот. Я обычно делаю в нержавейке, либо в термос заливаю. Вот. Ну, это так вот мои, собственно говоря, мои наблюдения, мои, наверное, практики, которыми я занимаюсь. Ясно. Спасибо. Сейчас посмотрю, кто тут у нас еще что тут пишут. Так, ну да ладно, там слишком много, не перечитать все эти вопросы. Если нет вопросов то мы уже пошли в мухомор, мы пошли в язву желудка, мы пошли в колган. На Дмитрий, вопрос насчет прямого эфира. А на каком, в какой соцсети прямой эфир идет, чтобы потом пересмотреть? У меня то, что звук было выпал, когда ты объяснял насчет обкуривания до и после. Сейчас в ТикТоке, ТикТок работает, но я думаю, что запись сконвертируется, и я выложу в группу и посмотришь. В крайнем случае, ну, напиши мне или наговори голосом, там, я не услышал вот это, можешь мне повторить. Я как бы абсолютно адекватный, я тебе наговорю то, что знаю, чтобы у тебя это было, ну, то, что важно, то, что нужно, я без проблем наговорю, чтобы у тебя осталась эта информация. Понял, благодарю. Так, ну что, пойдем к домовым. Кто что про домовых знает, кто видел, кто вообще, ну, вообще, что это за фигня такая? Какие они бывают? Кто об этом кто об этом что-нибудь знает? Так еще вы с ними не встречались ни разу? Ну, давайте тогда я немножко расскажу. У меня есть сейчас вот тут я пропустил, как это в пылу атаки, как можно вернуть визуализацию. Намерение делайте здесь и уходите туда, то есть строите ситуацию здесь, выстраиваете ее. А визуализация вернуть просто глубже нужно уйти, а все само захлопнется ум и откроется визуализация. На самом деле визуализация не настолько она нужна, там работает совсем другое. Если вы хотите, я про измененку, если вы хотите с кем-то пообщаться, кого-то увидеть, не визуализируйте его. Ну, то есть не стройте его никогда, там вот у него такой нос, такая голова, такая вот там, ну не знаю. Все это полная фигня. Никогда этого не делайте, лишняя трата энергии.
заходите в измененку, хочу там, не знаю, неважно, там, с Маяковским пообщаться. Из широких штанин будем доставать красную бумажку. Открываете дверь, и все. То есть находите дверь, толкаете, и вот вам, будьте любезны, господин Маяковский стоит. Не надо визуализировать, он уже будет, потому что вы зашли с намерением. Потренируйтесь, работает вау. Прям я, наверное, на 6-й раз у меня получилось. Я тренировался вот, с людей пообщаться с теми, с кем мне хотелось. Толкаете дверь, и все. А если расплывается, если вас выбрасывает, тактильтесь. Если вы где-то там, ну, неважно где, садитесь на корточки, трогайте землю, там, не знаю, пол, там, что у вас есть. Трогайте и будете возвращаться в то место, из которого вас пытаются выбросить. Это нормально, это стражи, которые, ну, некие персонажи, которые определяют, надо тебе это или нет. Как узнать животное, я уже говорил, пересмотрите в измененном состоянии сознания. Пересмотрите, все будет вам понятно. Если оно ваше, оно вам даст обойти вокруг себя, погладить, ну и пообщаться. Вот. Вот примерно так. Значит, идем дальше. Идем про домовых. Я вам скажу одну очень интересную вещь. Ну, наверное, 3 года назад я только ее... Я это об этом узнал, потому что увидел. Домовые не только мужики, оказывается. Домовые девочки бывают. Я был очень удивлен, когда увидел домовую девочку. Они заходят ко мне, ну, там есть как бы вентиляционная там шахта, и у меня они не живут. Они заходят, смотрят, они не обязательно будут жить у вас. Она выглянула, ну, не старайтесь только никогда вот тут, вот тут. Вы не успеете это сделать. Смотрите либо краем глаза, либо начинаете общаться просто. Я пробовал через телефон запечатлеть, так скажем. Размыто, ну, не получается, не успевает эта фигня. Они гораздо шустрее. Ну так вот, выглянула девочка и смотрит на меня. Вот просто девочка и все. Ни хрена себе, ты кто? Домовая. Офигеть. Я говорю, что девочки бывают? Он говорит, ну, а же тоже бывают. Ну, вот такой некий диалог, который произошел. На самом деле девочки я видел еще несколько раз. Еще раз повторюсь, у меня они не живут, они просто приходят посмотреть. Посмотреть, у меня куча всяких, вот тут на стене всяких штук, еще есть куча всяких разных. Они это все, им это интересно. Они приходят, никто не бедокурит, никто никаких, ну, ничего такого, то, что принято там ломать, рушить, нет. Я не ставлю никакие там с молочком, чего-то, какие-то вот штуки не ставлю. Я понимаю, что им больше всего нравится, когда я окуриваю, поджигаю артыш. Вот это их, как говорится, прет, и они, ну, видимо, появляются до меня и без меня. На самом деле, мне кажется, что это какая-то каста ответвления от гномов. Это мое вот некое такое заключение, потому что с гномами я очень хорошо дружу, я очень хорошо их знаю. Меня даже несколько раз просили с ними пообщаться. У нас есть персонажи, которые ищут, как это по-русски, клады. Так вот, гномы, они являются, ну, так скажем, хранителями, наверное, знающими, ведающими персонажами, где находятся эти клады и все остальное. Вот. И ребята, зная, что я взаимодействую с удовольствием с этими штуками, которые называются гномы, они меня просили, чтобы я, ну, подтвердил у них там есть какие-то карты, я не сильно в этом силен, я просто понимаю, что они где-то там по каким-то своим
ищут какие-то карты с какими-то кладами. Вот. И мне кажется, что домовые есть некая, ну, какая-то, наверное, ответвление от гномов. Гномы, на самом деле, живут с нами давно. Они не очень хорошие. Ну, и это потом. Давайте про гномов я потом расскажу. Я много интересного знаю про них. Они достаточно интересные, хотя и весьма бывают противными. И за подлянку кинуть они тоже, для них это счастье. Вот, они мне очень сильно напоминают китайцев. Я с китайцами работал. И, к сожалению, многие китайцы с огромным удовольствием считают честь, за честь нас где-то обмануть, кинуть там на товар, на деньги, на что-то такое. Спрашиваю, зачем так делаете? Ну, у вас же широкие глаза. Поэтому вот гномы несколько обижены, ну, может быть, на нас, может быть, нет. Ну, это такая совсем другая история, они очень интересны, с ними можно много-много-много всего получить. Не только в сновидениях, а в измененном состоянии сознания, если вы оттуда измененку перетащите сюда. Если вы сможете отключаться, вы сможете много интересного здесь увидеть, даже не обязательно расфокусировать зрение. Вот. Небольшая доза мухомора вам в помощь. У некоторых открывается видение того, чего вот не видят наши глаза в обыкновенном, так сказать, как нас называют, здравом уме. Вот. Что они нам дают? Ну, собственно говоря, ничего особого не дают домовые. Они просто есть, присутствуют. Если вы их заинтересуетесь с ними пообщаться, можно, не обязательно в измененке, можете голосом, можете, кстати, не голосом разговаривать, можете взять тот же стакан с водой, сделать из него резонатор и с ними пообщаться. Ну, то есть вариантов, но опять же, если они вас интересуют. Никогда не старайтесь обернуться и увидеть. Ничего не получится, их это раздражает, ну, и, собственно говоря, это вот почему-то им не нравится. Вот. Так пообщаться они подойдут практически вплотную, и можно пообщаться. Если задружитесь, то можно и дать руку, и вы почувствуете прикосновение. Здесь ум, как говорит Дмитрий, тут ум у тебя, ах, как он удивится, что тебя кто-то трогает. Вот, на самом деле это работает. Ну вот, они не плохие, не хорошие, они просто есть и все. Если вы им интересны, они с удовольствием пообщаются. Как и все, собственно говоря, все персонажи, которых мы не видим сейчас, которых я стал видеть после клинической смерти, они все с удовольствием общаются, потому что очень мало людей их видят. И когда кто-то их начинает видеть, они с радостью тыкают пальцем: он нас видит, давай с ним поболтаем. И многие из них живут, наверное, общаются как дети, наперебой начинают. Ну, в общем, некоторые более спокойные, сдержанные. Вот примерно так же и домовые. Они больше, наверное, как дети. Что они делают? Да живут они просто и все. Что они едят? Конфеты, молоко? Не уверен. Я думаю, что им это не нужно. Попробуйте давать яблоко, но там никто не увидит его надкусанным. Оно просто будет, ну, оно просто усохнет. То есть они каким-то образом, я думаю, что берут энергию именно вот из каких-то вещей. Чтобы они там сидели, хомячили чуть ложками, я никогда не видел. Подарков я им никаких не дарил, не давал. Они, собственно говоря, не просили общаться, общался, за руку трогали. Сказать, что он какой-то мохнатый, ну, я не ощутил. Просто потрогали и все. У меня были огромные мураши. Ну, все равно к этому невозможно привыкнуть. Прям вот такие вот, когда начинают трогать тебя. Ну, ум тоже охреневает. Как так? Ну и не поворачивайтесь. Вот просто дали руку, вот как-то вот общайтесь, и вот, и будет вам счастье. Хорошо или плохо, когда они есть? Да, они есть просто, и все. Пришли они, и пусть будут. Ну, обычно где-то через вентиляционные шахты. В новых домах, высотках они практически не живут.
Ну, это вот мое такой вот мой опыт. Я знаю, что вот не живут и все. В каких-то более старых или более низких домах, там, не знаю, до 5 этажей, да. А вот в этих всяких свечках, человейниках, они никак. Я думаю, что их стало меньше, может быть, они куда-то уходят, может быть, не знаю, не знаю. Как звать? Ну, никак, просто вот как тебя звать? Да никак, как хочешь, так и назови. Нет никаких-то имен, чтобы вот как-то идентифицировать себя. Но девочки первый раз увидел года 3 назад. Был очень сильно удивлен. Мне казалось, что это какие-то мелкие, да, мелкие, есть чуть выше, есть чуть ниже. Вот, наверное, ходит абсолютно бесшумно, как-то передвигается, откуда-то появляется. В общем, какая-то такая интересная штука. Не зловредная, не хорошая, не плохая, просто есть и все. Сможете, общаетесь, очень интересно. Вот когда-нибудь, может быть, соберемся, расскажу про гномов. Вот там прям кладезь информации. Эти персонажи прям, хоть и сволочные, но знают много. Вот примерно так. Если есть вопросы, если кто-то с ними общался или захочет общаться, спрашивайте, если они у вас есть, если они у вас там ходят, бродят, вы все равно услышите, они будут давать знать. Ну, либо краем глаза кого-то увидите. Не надо пугаться, сразу говорить, стой, 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 ты кто? Ты чего тут делаешь? Ну, только не поворачивайтесь. Вот я тебя вижу, ты кто? И в ухе не услышите, услышите здесь. Вот вы сразу будете знать ответ. Как работает, не знаю. Ну, работает и все. Но не в ухе. Можете проэкспериментировать, кто у вас есть, ложитесь на кровать. Я на прошлом вебинаре рассказывал. Ложитесь на кровать спокойно и приглашайте, кто у вас там есть. Я обычно это делаю, ну, когда стемнеет, но обязательно оставляйте лампочку включенной, потому что ум, не видя, дорисует вам всяких кракозебров, а это вам не нужно. Вы должны видеть, свет должен присутствовать, но лучше всего с закрытыми глазами. Ложитесь и приглашайте там приходить, давай пообщаемся. Повторюсь еще раз, те, кто смотрел, слышал, но еще раз скажу, у меня садится где-то средняя собака. Проминается кровать, ну, первые, не знаю, 20 раз мураши, конечно, пипец как, ну, не знаю, страшно, не страшно, но такого не может быть. Но такое на самом деле есть. Вот, протягиваете руку и через руку попытайтесь взаимодействовать. Спрашивайте либо голосом, либо, ну, либо не голосом. Кто-то зачем-то, никто не укусит, ноги не отгрызет, вы нафиг им не нужны, давно бы вас давно загрызли бы, порвали бы и съели бы. Но это никому не нужно, больше страшилок. Мы нафиг никому не нужны, мы никто для них. Никто вас там кусать не будет, как вот на меня там магичит. Да я вас умоляю. Так же, как говорит, вот женщина, вот я, если разозлюсь, там им так плохо становится, все говорят, да не льстите себе, ё-моё. Я прям разозлилась, и кому-то прям так стало плохо. Меня прям так, я ржу, прям не могу. Ты такая прям пипец, аж все потом поумирали, когда тебя обидели, и ты разозлился. Вот, так что попробуйте, если кто-то есть, попробуйте узнать, кто, ложитесь спокойно, глаза закрывайте, приглашайте. Может быть, никого и нет, и не придет никто. Но если кто-то где-то вам кажется, то не надо пугаться, там в него чем-то кидать. Просто поболтайте и все. И это очень хорошо работает. Оно либо останется для каких-то целей, либо оно просто уйдет. Ну, ему просто интересно. Мы эти зверушки, которые пипец какие мы интересные. Вот и все. Так же, как мы зверушек всяких в зоопарке сажаем, их смотрим, так они нас не могут посадить в зоопарк, но на нас смотрят с большим интересом. Вот. У меня много есть всего интересного, но это уже, собственно говоря, на курсах, на которые люди приходят и получают
много интересной информации. Ну и, соответственно, те практики, с помощью которых можно исцелять, зарабатывать деньги, и жить долго и счастливо. Если есть что-то еще поспрашать, можно даже не по теме, спрашивайте. А вот эта вот история, когда там пуговицу потерял, и можно обратиться к домовому, что типа поиграл и верни, это сказка для малолетних детей? Нет, это работает на самом деле. Я несколько раз делал. Ты что-то терялось. Ну, может быть, это и не он забрал, а может быть, где-то я ну, куда-то положил, короче говоря, не мог найти. И да, просишь просто, ну, там, ребята, ну, если они есть, если никого вы не чувствуете, то, собственно говоря, ищите сами, куда вы это дели. А если вы ощущаете чье-то присутствие, то тут, безусловно, надо пообщаться, сказать, давай ты это положи на место, там, вот мне это нужно. Ну, без злобы, без всякой. Вот. И даже если ты сам это куда-то потерял, то можно попросить, чтобы достали, вернули и положили. Это не то, что ты встал утром и вот она лежит. Нет, так не работает, ну, у меня, по крайней мере. Но в какой-то день я, там, не знаю, лезу за документами, оп, в этом ящике, в котором никогда не должна лежать вот эта штука, она вдруг тут лежит. Какого? Я туда не клал. А тебе положили, вот на, и вот радость жизни. Так было, так работает. Я просил несколько раз. Прям вот где ящик с документами открываю. Ну я же не, ну алло, я как это? Я же туда не положу трусы никогда в ящик с документами. Но однако же вот то, что тут не должно лежать, лежит то, что я искал, куда-то я заиграл. На самом деле работает. Ну, не настолько, что вот ты проснулся и тут тебе вот там на ниточке. А вот оказия вдруг, раз это оказия находится то, что ты искал. Раз уже заговорили не по теме, можно вопрос задать. А вот с России платеж до вас дойдет в условиях санкций? Платежи проходят? А у меня нет никаких санкций. Нет, у нас просто вот, ну, я из России, да, а вы находитесь в Болгарии. Там, если я буду платить картой, там, Никаких часовой, проблем. У меня есть и Тинькофф, и Сбер. Я абсолютно подкованный. У меня есть все. Даже можно с Луны мне перечислить. Я приму вообще без проблем. даже криптой? Криптой нет. К сожалению, с криптой я как-то не подружился. Как-то я ее никак. Но все, что есть, у меня есть прекрасный револют, прекрасно работающий между Европой и Америкой. Отлично, прекрасно, без всяких процентов. Что у меня есть? Местные карты, у меня есть Wise, у меня есть Zen.com, у меня есть, ну, в принципе, все, что есть, и PayPal, и все, что нужно. Это я имею в виду Европу, Америку. А Россия, у меня есть карты Сбера и Тинькофф. Мгм. Потому что, ну, я же в Москве живу. Вот. Иногда я приезжаю в Россию. Вот. Так что Ясно. не проблем, Дмитрий. Здесь и либо Тинькофф, либо Сбер, и все прям прекрасно доходит, приходит. Как у вас сейчас со встречами на целый час? Все расписано, наверное, задолго вперед? Да, расписано, но всегда можно, кто-то отменяется, перекладывает. В этот момент можно, я пишу тем, кто там, допустим, следующий, или кому-то срочно нужно было. У всех своя жизнь, поэтому кто-то как-то не всегда идет ровно, кто-то пишет, не могу, извините, что-то там куда-то заболел, куда-то ехать надо. Поэтому все работает. На курс я сейчас набираю, если хотите, можете прийти на курс. Ну, напишите мне, я дам все по курсу. Месячный курс. Будете работать в измененном состоянии сознания, будете брать людей и исцелять, давать им информацию. Вернее, они сами все это будут видеть. Но вы, собственно говоря, тоже можете в эту измененку зайти вместе с ними. Это тоже прекрасно работает. И, в общем-то, ну, я считаю, что очень хороший заработок. На одном шаманском дыхании я, проводя один раз в неделю, я зарабатывал где-то 350 тысяч рублей. Вот. Ну, можете делать чаще, но я делал раз в неделю, а остальные 6 дней
выбирал идею, ну, то есть давай пользу, рассказывай. Помимо этого я даю, ну, некий бренд делаю, упаковываю аккаунты ваши, чтобы вас было видно, понятно, кто вы, чтобы к вам приходили, покупали. По-другому никак. Так что можно и так, и так. Сейчас как раз набираю, я думаю, что числа, наверное, с 8, с 10 уже начнем. Вот, так что не проблема. Но с криптой как-то у меня не срослось. Как-то я ее никак и как-то не очень. Хорошо, благодарю. А про домовых вот еще вопрос такой. В Мгм. этих, в частных домах во всех они или тоже нет? Нет, не во всех, Павел. Нет, не, ну, их, во-первых, мне кажется, что их стало гораздо меньше. А во-вторых, ну, я не знаю, по каким критериям они выбирают, но я бывал во многих частных домах. Ну, меня раньше просили посмотреть, проверить. Я работаю с рамками, вот сзади меня, которые висят. Смотрел там всякие штуки, которые там хорошие, нехорошие. Вот. И, не знаю, 7 из 10 никого нет. Просто нет, все. Иногда они приходят, побудут и уходят. Вот, допустим, ко мне, здесь они не живут. Я знаю, что они приходят, ну, наверное, им какие-то игрушки нравятся. Приходят, тут что-то посмотрят, поиграются и уходят. Я так думаю, потому что, ну, какой еще тут может быть интерес в новой квартире? Вот. А в частных домах нет, абсолютно не во всех. Сейчас редкий случай, когда там кто-то живет. У меня бывает кошка подойдет, сядет передо мной и смотрит мне куда-то вот на плечо. Не на меня, а вот на плечо куда-то смотрит. Мгм. Я вот тоже думал, что может домовой какой, куда она смотрит там. Ну, это не обязательно домовое. Может быть, она видит духов. Ну, они же видят разных других персонажей. Может быть, она видит духа, который рядом с тобой, который пытается с тобой взаимодействовать. Ну, так же, как вот, допустим, там мои персонажи, они там рядом со мной. Но не всегда. Я долго старался отключить, чтобы вот эту всю фигню не видеть ежедневно, ежечасно. Вот, и теперь я как-то могу этим руководить. Но кошка видит наверняка, какой-то дух сидит рядом с тобой, пытается взаимодействовать. Начни с ним разговаривать. Опять так же, ты кто, зачем ты тут? Ну, что мы можем иметь совместного, интересного? Расскажи мне. А если не слышишь, то это не говорит о том, что он не говорит. Они говорят всегда. 200% из 100 всегда говорят, но мы не всегда их можем, ну, не умеем мы сразу вот эти штуки. Если не слышишь, то пусть показывает картинками, образы. Закрой глаза, пусть образами тебе показывают. Угу. Ну, пойдет образы какие-то, вот там, покажи образами, но не слышу. Или же что-то будет непонятное, тогда говори ему там, алло, ну-ка помедленнее. Ну, то есть постарайся отрегулировать. Это как, вот помнишь, бобины, когда быстрее крутишь, непонятно, что слышно, что не слышно. Вот говори быстрее и медленнее. Даже когда картинками будут показывать образами, обычно идет калейдоскоп. Ну, калейдоскоп не информативен, просто красив. И это нужно понимать, что информация идет слишком быстро, ты не можешь ее воспринимать так быстро, как ее дают. Говорит, давай медленнее, я не понимаю. Настроить, ничего тут такого зазорного нет, руководи подачей информации, чтобы тебе было понятно. Они с удовольствием всегда подстраиваются для того, чтобы дать тебе понятную, Чтобы я их понял. да, чтобы ты их понял, чтобы для тебя понятная информация. Говори медленнее, быстрее, то есть вот отрегулируй, а потом они уже будут знать, как это, на какой скорости ты воспринимаешь, и все будет прекрасно. Угу. Только не давай им Спасибо. двум-трем сразу говорить, это как детский сад будет. Ты пипец. Ну, тихо, блин, давай по одному. Так вот, ну вот так вот, прям вот так вот. Не надо им там по мордасам стучать. Ну, тихо, блин, по одному давайте. Чтобы они понимали, что ты тоже как это, не хвост собачачий. А то они достанут с этой болтовней.
Это они любят. А какую пользу они реально могут давать людям? То, Домовые. да никакую, наверное. Пользу могут давать только духи, которые, если хотят с тобой взаимодействовать, то это и есть дар. А так же, как Диман Менделеев проснулся, там ему дали таблицу. Ему начали, да ну я вас умоляю. Так же, как глухой мужик начал писать музыку. Ну, как так, блин? Ну, вот ему дали, вот музыка пришла, такой дух пришел, вот начал давать ему, и он начал писать эту музыку. Вот. Как это все происходит? Вот так и происходит. Я, как Дмитрий, себя ничего не представляю, и 90% информации, которую я даю, работая с людьми, я ее не знаю. Это не моя информация, она идет через меня. И когда я иногда пересматриваю, я всегда все записываю, все, когда работаю с людьми, я иногда пересматриваю и удивляюсь: «Ну, чувак, как ты складно метешь, откуда ты это знаешь?» Ну, не знаю я этого. Мне просто дают, и я это выдаю. Так же делают и другие. Вы читаете мемуары всяких великих людей, там, не знаю, Сальватор Дали, который писал о том, что это не я картину писал моей рукой, как вот это все делали. И очень многие честно признаются, что это не они, а что кто-то через них это делал. И это правда. Вот это и есть дар. Дар – это взаимодействие через нас с энергоинформационной субстанцией или духов, как я их называю. Когда они начинают через нас давать, мы здесь ни при чем. Мы просто как говорильный аппарат. Ну, моя забота: морду помыл, покормил, посадил перед вами и вперед. Ну, это вы готовитесь когда-нибудь? Я говорю, я вас умоляю. Они готовы все, моя знает открывать, закрывать рот, говорить, там что-то шевелить. Они все сделают сами. Я тут ни при чем абсолютно. Главное, это с ними в дружбе жить. Их Я можно... к тому, что, может быть, есть у них какая-то сила, вот как вы говорите, у гномов они знают, где там всякие самородки лежат и так далее, а у домовых, может быть, есть какая-то сила там, ну, не знаю, я сейчас фантазирую, например, там оздоравливать или наоборот там загнобить так, что человек жизнь не видел. Или они вообще никак на людей не влияют? Мой опыт никак не влияет. Ну, вот просто есть и все. Ну, вот где-то поболтать, ну, появиться, где-то проявиться, что-то там, не знаю, кто-то шалит, ну, у меня никто не шалит. Вот, ну, какие-то там, не знаю, что они еще делают. Никаких целительных я у них не заметил, они мне ничего не предлагали, просто, просто есть и все. Ну, никак нейтрально, ни хорошо, ни плохо, просто появились и опять исчезли, куда-то уходят, потом приходят. Ясно. Вот тут пишет Марина. Я когда продавала квартиры, то всегда краем глаза видела своего серого кота, который ходил рядом. Вот она, наверное, серого кота предполагает как домового. Сейчас я вот представлю, этот миллион вопросов. Сейчас что-нибудь интересное найду. Там, у меня дома прячут часто игрушки детей. Просишь — возвращают. Хотел бы увидеть их очень. Ну, я сказал уже, как увидеть. Общайтесь, можно на кровать лечь, можно через стакан с водой сесть спокойно где-то, где у вас есть, там, не знаю, алтарь или что-то подобное, где вам хорошо. Светлана пишет, что Светлана не пришла сюда-то. Меня ночью периодически кто-то будет, толкает в спину. Спрашивает, кто, зачем, не обязательно домовой, может быть, кто-то еще приходит, и может быть, что-то нужное. Просто спрашиваю, начинаю общаться. А как наладить отношения с домовым? Общаться. Как с любыми людьми. Домовой предупреждает об опасности. Я общаюсь, жил у нас 13 лет. Ну, супер. Так. Они любят чистоту, на бардак реагируют сразу. Любят вкусненькое. Ну, насчет чистоты не знаю. У меня
всегда чисто. Ну, наверное, все любят чистоту. Но насчет какой-то реакции любят вкусненько. Никогда не кормил, никогда никто меня из них не просил. Вот как-то. А, Привет из Беларуси. Очень рада видеть. Взаимно. Привет, привет. Это, наверное, Марина. Это все мои ученики. Так, ну да ладно, там миллион всего. Не буду я отвлекаться. А, Люди пишут. Вот, что еще? Какие еще есть вопросы, чтобы не вас не утомлять? Мы тогда, мы тогда, мы тогда с вами. Тем много интересного. В основном я все даю на курсах. Курс 1 месяц длится, не нужно никаких сверхспособностей. Сверхспособность появится у вас именно на курсе, когда вы несколько раз зайдете в измененное состояние сознания способом интенсивного дыхания. А вот поподробнее как раз можно, какое количество занятий в неделю, там, сколько часов? Дмитрий, здесь занятия в неделю, ну, так скажем, вебинар обязательно первый вводный. Я рассказываю, что нужно для курса. В первую очередь до практик я смотрю ваши аккаунты. Меня обычно спрашивают: чувак, а когда мы начнем практику? Ну, сначала мы начнем не практику. О, привет, Светлана. Вот Здравствуйте. еще одна ученица. Мы сначала начинаем не практику, а начинаем смотреть ваши аккаунты, потому что их нужно приписать за месяц, для того, чтобы потом вы смогли продавать, привлекать, чтобы вас увидели, знали, видели, чтобы вы могли привлекать людей для практики исцеления. Вот, следующий этап это идет сама практика шаманского дыхания. На ней нужно быть всем. Я дышу группу, то есть я дышу интенсивно, я дышу эмоционально, чтобы вы понимали, как это делается, и вы должны с группой дышать обязательно. Вот. Следующий, ну, я даю всякую информацию, как правильно снимать видео, как в общем, все эти штуки делать. Дальше следующий, кто готов, начинает дышать группа. И вы в том числе будете как бы группу дышать один, надо второй раз, чтобы вы понимали, как это делается. В общем, занятия все идут в то время, когда вам удобно. Согласуем, все разные. Вот сейчас на курсе у меня там барышня из Хабаровска, и со средней полосы, и согласуем, кому когда удобно. Вот, то есть выбираем время, голосуем, так скажем, ну и плюс-минус, чтобы было удобно. Иногда, если уж вам совсем неудобно, ну, будет запись практики дыхания, и вы сможете в записи ее посмотреть. Вот, то есть все лояльно, все в удобное для вас время. В крайнем случае все есть в записи. Даже если на какой-то вебинар вы не попадаете, вы потом можете посмотреть, написать в группу вопросы, и я, собственно говоря, отвечаю на все эти вопросы. Вот. Потом после этого проходим, с вами делаем прямой эфир для того, чтобы, так скажем, подтвердить вашу экспертность. Вы рассказываете про себя. Ну, все это я отдаю для того, чтобы, грубо говоря, пиарить вас, чтобы вас видели, знали, понимали, что вы не просто где-то откуда-то там пришли, а что вы вот. Вот. В конце что вы получаете? Получаете рабочую практику, некий более-менее сформированный бренд, который у вас никто никогда не отберет, с помощью которого вы можете работать, привлекать людей и очень хорошо зарабатывать. Делаете какие-то марафоны, еще что-то. Вот сейчас вот Марина будет вот у нас здесь проводить марафоны, собирается. Но опять же для того, чтобы привлекать людей, для того, чтобы они вас видели, знали, понимали, кто вы, зачем вы. Вот вы общаетесь, все вот из слов предложения складываете, что все замечательно, что все прекрасно. Вот, потому что когда вас не знают, не видят, ну, проводите прямые эфиры. Вот сейчас у меня идет в ТикТоке прямой эфир. Я достаточно часто провожу эфир для того, чтобы люди видели, знали, понимали, задают миллион вопросов. Ну, а потом, в общем-то, приходят на какие-то мои практики, на какие-то, не знаю, курсы. И
Вот как-то так. Так что хотите профессию, в которой нужно только телефон, интернет, ну и ноутбук желательно. Так удобно будет работать. Ну все, и работаете, привлекаете, работаете. Я вам сказал, что этой практикой я зарабатываю 300-350 тысяч рублей, работая 4 раза в месяц. Но это проводя 4 раза в месяц. Все остальное время бамбук не курим, проводим прямые эфиры, привлекаем людей, рассказываем что-то интересное. Ну вот, в принципе, вот так. И все становится совсем по-другому. А там, куда хотите, туда езжайте. Я в этом году жил в Аргентине, жил в Перу, но в то же время вел 2 курса. Ничем это мне не помешало. Ну, перелет единственное, но я ребятам написал, что там меня 2-3 дня не будет, дал им задание, и все. Вот, поэтому здесь много могу рассказать про Айаваску в Перу, про Курандера, которые учили меня, у них там свои заморочки. Ну, в общем, вот совсем другая жизнь. Жизнь не такая, как вы ее себе представляете. Совсем. Ну, просто вот мы замучены вот этим вот умом, каким-то образованием и думаем, что надо долго, много и тяжело работать. Работать, если это только на себя. Это ваш бренд, вы для себя, в себя вкладываете, я в себя тоже вкладываю, я покупаю какие-то курсы, прохожу что-то, потому что как вот это все делать, меня тоже никто не учил, я как бы покупал, проходил, смотрел, как привлекать, как, ну, все что угодно, как давать рекламу. Ну, а потом вы должны пройти это все сами, а потом уже будете давать на аутсорсинг людям, которые вам будут помогать. Но вы должны знать, чтобы вас не обманули. Вы должны знать, как это делается. А потом, да, они, может быть, наверняка будут делать лучше, чем вы, но вы будете знать, что вот это столько не стоит, и вот это 3 месяца не нужно вот за это платить. Вот. Все это я тоже даю, чтобы вас, ну, чтобы вас меньше обманывали. Потому что меня обманули очень много. Я не хочу, чтобы это было с вами. И вот примерно так. Ну, есть сайт, там может посмотреть, куча отзывов. Даже здесь вот и Марина, и Светлана, вот ученица с курса, так что все замечательно, все прекрасно. Все люди живые, фейков нет, можете написать, пообщаться, спросить. Все это и отзывы, ну, абсолютно все в открытом. И причем через месяц мы не расстаемся. Вот сейчас я жду, Марина начнет марафон, посмотрю, как, если что, я помогу. То есть мы не расстаемся, мы работаем дальше. Если есть желание, Дмитрий, хочу там что-то замутить, давай привлечем. Ну, давай, не вопрос, давай что-нибудь замутим, сделаем. То есть какой-то там марафон какой-то, не знаю, я провожу вебинары на разные темы, вебинары провожу на тему шизофрении, то есть это не болезнь, потом я их упаковываю, потом я их продаю, они сами себя продают, у меня есть по сущностям мини-курсы, я их тоже продаю, они сами себя продают, как с сущностями работать, общаться, то есть вы наклепаете всего этого и некий пассивный доход. Ну, естественно, активный это будет тот, который будет что-то делать. Это гораздо интереснее, чем... Ну, и потом это никто не отберет. Я вам говорю, я жил в России, сейчас я живу в Болгарии, на берегу моря, в Аргентине, в Перу бываю. Вот какие-то такие вещи мне нравятся там. Сейчас здесь зима настанет, но она, конечно, не зима, никакой тут шиповной резины нет. Но в любом случае где-то +5 уже как-то не очень. Вот. А там как раз будет, в Перу будет лето, надо будет туда свалить. И там 3 месяца можно нам безвизово жить. Ну, вот 3 месяца оттопырить. Напишу Курандера, пусть варит айаваски побольше. Вот. Ну, может посмотреть, у меня есть куча там видосов, фоток, то ниже спуститесь, там про хижины, про вот эти вот питье айаваски, когда вылазишь вот с этого ихнего святого места, забыл, как оно называется. Ну, там много всего интересного. Чего и вам рекомендую. Как только начнете работать, их все будет больше, больше денег, больше вы вроде все вот раскидали, они все приходят и приходят. А потом уже думают, нахрен мне это, баба это, семья это, ну, нафиг мне это город, это страна. Ну, поверьте мне, я сам это прошел, я рассказываю только то, что сам проходил. Нафиг мне это надо? Да, блин, сел, уехал, все. Что мне нужно? Я вот лечу в Перу, я беру ноут, телефон,
Ну, и все, наверное, у меня все помещается в рюкзак. Мне больше ничего не нужно. Все, больше ничего не нужно. Ну, вот у меня небольшой телефон, у меня небольшой. Интернет там везде есть. Настроился и работаю. А, тряпочку еще у меня есть. Я купил в Аргентине тряпочку. Ну, такой интересный, замысловатый, потому что там задний фон какие-то, ну, какой-то шкаф, мне не понравилось это. Я зашел, купил там расписная такая, ну, материи кусок и прибил к этому ящику, и получилось задний фон очень даже неплохо. Вот. Так что все можно, все копейки стоит, ничего не стоит много денег, никакой, у меня есть кольцевая лампа, но это геморрой, это настроить, поставить, да, ну и в баню, вот я чем пользуюсь, вот все, мне больше ничего, вот как вам показать, вот она маленькая фигня, мне больше ничего не надо, стоит копейки. Вот я поставил, мор домой видно, ну и все, и хорошо. Что еще? Ну и под телефон тренога. Обыкновенная тренога под телефон. Ну, не совсем дешевый, чтобы он не упал, но и не 10 тысяч. Нет у меня никакого этого, который тут вот держишь, он тут поворачивается, он мне нафиг не нужен, я снимаю с руки. Ну, и либо с вот этого маленького штатива. Вот. Что еще нужно? Ну, камеру желательно. У меня старая камера 2017 года, Panasonic. Это горизонталку я снимаю для YouTube. У нас же два формата, вертикальный и горизонтальный. То есть 16 на 9 и 9 на 6. Ну, вот. Камера у меня обыкновенная. Единственное, главное, чтобы был автофокус. Старая, 17 года. Я еще купил ее на горбушке в Москве бэушный. Не надо никаких вот этих вот. Хорошее качество, все замечательно. Микрофона как такового студийного у меня нет. У меня есть хорошие наушники, но в данный момент я вещаю на два прибора, и, в общем-то, я думаю, что звук достаточно неплохой. Вот, поэтому не парьтесь, потом захотите, будет куча денег, купите себе студийные микрофоны, там что-то такое. Вот, ну, переболеете, вот честное слово, не надо. Ну, может быть. Вот, так что сначала зарабатываем, а потом уже. Ну, телефон, да, безусловно, телефон должен быть хороший. Тут как бы камера должна быть хорошая, стабилизация должна быть хорошая. Ну, вот, наверное, и все из того, что нужно для того, чтобы начать зарабатывать, как это, начать новую жизнь новую. Ну и потом, шаманское дыхание здесь кайф-то в чем? Вас никто ни в чем не обвинит. Человек сам заходит в измененку и сам все видит. Не вы ему там что-то такое на уши навесили, и он вдруг вам не поверил. А он сам все это видит. Так же, как вот видел Федор, который был у моей ученицы. Мы все сами видим. И у всех открываются, ну почти у всех открываются какие-то способности. Вот у нас вот этот крайний был курс. Вот Светлана здесь, у нас Аня, прям у нее поперла способность, она людей начала лечить. У меня, кстати, есть там Аня, можете ее посмотреть, она рассказывает, что у нее прям после вот курса пошло вот это вот целительские способности, она и людей, и животных сейчас начала, она, ну, такая адекватная девчонка, она такая прям своеобразная. То есть, как это, функции врать у нее нет, у нее не заложена функция врать, в ее голове этого нет. Вот, так что можете посмотреть. Очень интересно, что все меняется абсолютно. Вот Светлана тоже очень боялась дышать, а потом все-таки получилось вау. И, ну, у нее свои там вот, ну, трудно и сложно дышать, все мы люди разные, но мы аккуратненько, потихонечку, и потом она получила вау, и, в общем, то, что хотела, она получила. Теперь она знает, что есть другое состояние, есть все совсем другое, другой мир и вообще. Вот. Вот примерно так. Так что как-то приходите, приносите и посидим. Светлана что-то говорила, но мы ее не слышали. Светлана, включи этот. Не включила. Включи микрофон, пожалуйста. Все, включила. Да, работает. Алло, меня
меня слышно? Ну, плоховатенько, ты там где-то далеко. Слышно меня? Громче говори. Говори. Света, Меня слышно? Мне да, как раз муж позвонил. отлично. Я говорю, он как чувствует. У меня жизнь в лучшую сторону изменилась. У меня открылись дороги, как бы возможности. Вообще, это дыхание, это такая классная штука. Ребята, от души слушайте Дмитрия, что он говорит, и делайте, как он говорит, и у вас все получится. Ну, если с первого раза не получится, с второго, с третьего, четвертого, пятого улетите. И те, которые вас ведут, кто-то видит, эти, которые ведут ребят, потом вы сами будете вести, они, которые видят, они про вас еще скажут, какие вам пряники с неба дают, подарочки, что там с вами, как, чего, очень классно. Я бы еще раз прошла по этот курс. Я бы просто посидела б с вами и послушала. Приходи, сейчас И набираем, подышала. приходи, будешь с людьми работать, с учениками. Я сейчас набираю Ну да. 8 или 10 уже начинаем, так что... У меня, кстати, некоторые, ну, за все время, наверное, человек 12 по второму кругу проходили. Вот я хочу еще раз. Ну, во-первых, общение, во-первых, окружение, мы все, как говорится, на одной волне. Я рассказываю много интересного даю, они что-то получают свое после погружения. И у меня есть люди, которые повторно с удовольствием приходили, работали. Ну, в общем, как говорится, понравилось, почему бы нет. Но у нас такая группа была очень дружная, мы до сих пор все в контакте друг с другом. Ну, вообще, новые люди пришли в жизнь, это вообще-то классно. И я очень скучаю по нам всем, вот как бы группе. Так что приходи, будет желание, По приходи, вам, напиши Дмитрий, вы 10 числа. такой классный, Дмитрий, вы такой классный преподаватель, вы так классно все рассказываете, все понятно, все доступно, без всяких таких, ну, вообще супер. Вы Благодарю, вообще супер. благодарю. Хорошо, свет плохой, а то бы было видно, что я покраснел. Благодарю, Свет. Благодарю. Так, ну что, друзья мои, есть еще чего-то, какие-то у кого-то вопросы, запросы? То мы уже практически 2 часа, я, наверное, вам тут надоел. Вот еще. А что в Перу будете делать? В Перу я общаюсь с Курандера. Курандера по-ихнему это шаман-целитель. У меня там есть знакомые Курандеры. Я уезжаю в джунгли и там живу, работаю, смотрю, как они работают. Ну и, соответственно, церемония айаваски и не только айаваски. Там прекрасно можете полистать. У меня есть там вот эти вот джунгли, куда я собираюсь опять, там горная речка. Ну и сам Курандера, он абсолютно адекватный человек, хотя и очень богатый. У них там плантации какао. Я первый раз видел, как растет какао, и они мне тут с собой дали это какао, и теперь я подсел на какао, покупаю какао, эти зерна, жарю их, ну, в общем, вот то, что я делал в Перу. Ну и работаю, естественно, с людьми и работаю с курсом, потому что курс у меня постоянно идет. Вот что я делаю в Перу. Ну, в принципе, вот наслаждаюсь жизнью, и в Перу мне больше всего понравилось. Ну, я рассказывал в прошлый раз, как у нас семечки продают, у них продают кольца ананаса. Прям в пакетик, вот, режут. Прямо у них тут в тележке эти ананасы, они их порубили, вот эти кольца достаточно толстые, пакетик и дает тебе вот пакетик. Обалденное. Сладкое, сочное, течет. Я никогда в жизни такого не пробовал. Ну, ананас, блин, ананас. И потом я прям подсел на эти дольки ананаса, брал, как у бабушки, семечки. Вот, поэтому вот как-то так. Сколько стоит обучаться у вас на курсе? Курс «Шаманское дыхание». Месяц проходит, стоит 280 евро.
или сейчас 29 тысяч рублей. Есть у меня большой курс трехмесячное целительство, там все от трав, грибов, погружения, исцеления от любых болезней. Там, ну, я могу сбросить вам сайт, долго объяснить, там целая портянка. Это большой курс. Сейчас я уже тоже на него делаю набор, уже несколько человек пришло, он стоит 4000 евро. Вот примерно так. Ну, в рублях там сами посчитайте или в чем, я не знаю, где вы живете. Так, ну, наверное, самые интересные вопросы я почитал. Что еще? Да, наверное, все. Ну, в общем, кому интересно, потом напишите. Так, друзья мои, что еще? Если что-то есть спросить по теме, без темы, мы абсолютно как-то, я полезных перспектив никогда не супротив. Я готов хоть к пчелам в улей, лишь бы только в коллектив. Поэтому, если есть вопросы, задавайте. Если, как говорят болгары, няма, ну, тогда мы с вами будем потихоньку закругляться. В чате здесь нового ничего нет. Вот, так что пойдем дальше. Дмитрий, благодарю. Ну, вот примерно так. Хотите, приходите на курс, я сказал примерно, что это, как это, сброшу сайт, там много отзывов, все живые, да, в общем-то, здесь двое. Ну, все, вот люди, все тут, никто никого не прячет. Вот Марина пишет, курс самый лучший. Благодарю, Марин, благодарю. Ты там начнешь этот марафон свой, напиши мне, там что-то, если нужно, я помогу тебе, с чего-то там как-то начнем. Да, благодарю. Скоро я там его Супер, не наброски затягивай, а то ты вроде была, я тебя смотрю, а ты вдруг раз и пропала. Не пропадай, вот. у меня. Я занималась там с людьми, поэтому маленечко пропала. Хорошо, там на дыхании, если когда ты будешь проводить, у меня там есть 2 человека, если кто-то хочет там с группой, я, ну, Ладненько, хорошо. отдам, там сами, ты знаете, что я с этого ничего никогда не беру с вас. Хорошо. Как-то назначайте стоимости, все ваше, подышите их правильно, и все будет хорошо. Угу. Вот. Ну что, друзья мои, наверное, будем заканчивать. Я очень рад вас всех видеть, всегда рад, всегда мы очень душевно общаемся, всегда, ну, прекрасное состояние и смотреть на вас, и общаться с вами, и вопросы всегда очень интересно задаете. Ну, надеюсь, что я вам рассказал много интересного. Не забудьте про хвосты, очень рекомендую. Кто все-таки зайдет в осознанное сновидение, нервная система изменяется невообразимым образом, вы почувствуете себя, ну, не буду рассказывать, вот попробуйте, это очень похоже на аватар, помните, как они вставляли этот самый себе вот этих вот драконов, которые, ну, этот чувак курил правильные вещи, он знает, в чем дела, то есть многие вещи нам дают в кино очень прям такое вот правильное, правильно. Если вы будете это развивать, пишите сценарии сами, продавайте сценарии, пишите свои какие-то штуки. Это огромное количество, не знаю, возможностей реализации плюс деньги. Деньги вообще нескончаемым потоком, они никуда не деваются. Я вам говорю, я делаю и настойки, и мази, и иван-чай продаю за большие деньги, и даже хлеб пеку, у меня его покупают. Ну, пипец, это просто, я никогда не думал об этом. Ну что, шаманский хлеб, ну что, шаман, это вообще. Ну, то есть делайте, что-то делайте, проявляйтесь, вот, и будет вам счастье, вы почувствуете, какой кайф. Потому что мы сюда пришли только для получения удовольствия, больше ни для чего. Не верьте во всякие там уроки и прочую всякую хрень. Удовольствие мы получаем здесь от работы с людьми, от собственной реализации. Ну, кто-то бухает в теплотрассе, тоже удовольствие. Кто-то, не знаю, 8 образований, ну, наверное, это тоже удовольствие. То есть все мы получаем какое-то... Мы пришли только получать удовольствие. Никаких уроков, нам нахрен тут ничего не нужно. Потому что мы уплотненные. Помните, наверное, все фильм «Привидение», да, который, когда не мог он там то банку пнуть ногой,
когда его убили, он не понял, что его убили, когда он жену не мог нам по плечу. Вот это вот тоже правильные вещи они курили. И это то же самое происходит здесь. Мы уплотненные, а вот эти персонажи, которые нам дают информацию, они не уплотненные. Они нас ищут и через нас пытаются дать вот всякие штуки, открытия все и прочие всякие штуки делаем не мы. Это нам дают через них. Вот. Ну и тоже другая история, об этом можно много рассказывать. У меня есть много интересного, может быть, как-нибудь соберемся. Об этом во всем я рассказываю на курсе на большом. Там вообще всего полно. Вот. Благо всем дарю. Если кто-то что-то забыл, нужно что-то где-то напомнить, напишите, можете наговорить, потому что я всегда в ухе с микрофоном, если вам трудно там что-то писать долго. И я вам продублирую. Если про траву здесь вот кто в ТикТоке, напишите мне в личку. Трава называется «Колей закатись», я вам напишу ее еще раз, или лучше всего сброшу ссылку, вы сразу по ссылке пройдете, найдете. Ну и, соответственно, потом напишите, я вам расскажу, как это все принимать. Светлана, рада вас видеть и слышать. Благо вам дарю. Приболела, выздоравливай. Вот, по-моему, уже везде кругом одни знакомые ученики и вот. Ну, это хорошо. Рекомендую вам делать то же самое. Светлана, хочешь, приходи на курс, поработаем. Вот. Так что без проблем. Вот. Так что не переживай. Захочется тебе, приходи. Я тебе сделаю полцены и поработаем в удовольствие. Вообще никаких проблем. Я вот, знаешь, как абсолютно без проблем. Приходи, полцены приходи, начинаем с 10 числа и покайфуем. Подышим, покайфуем. Новые люди будут интересные. И со средней полосы, из Хабаровска есть уже люди. Ну, в общем, как всегда. Все будет супер. Все тогда, друзья мои, до связи. Знаете, где что есть. В личку пишите, найдете, напишите. В телеге я быстрее всего вижу, чем где-то там в других мессенджерах. Благо всем дарю. Рад был всех видеть. Огромное удовольствие вы мне все доставили. Надеюсь, вам тоже понравилось. Спасибо Да, как большое. всегда. Всего хорошего. Спасибо. Благодарю. Всем доброго.